Вот такие Scottish Shortbread или шотландские печенья с песочного теста я сегодня сделал. Если вы хотите узнать, как я их сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня займемся выпечкой. И сегодня я хотел вам показать, как я буду делать традиционные шотландские печенья с песочного теста. Делается очень легко, но они очень вкусные. И в то же время, как вы это печенье сделаете, вы можете хранить до 1 недели в закрытом контейнере. Так что вы можете это сделать перед праздниками, за неделю до праздников. И как раз праздники начнутся, вы вытащите из контейнера и можете своих друзей, знакомых всех порадовать. Итак, давайте приступим. В первую очередь я сниму кольцо, чтобы мне не мешались часы. Так. Сюда я уже, как всегда, все составляющие будут уже подписаны под видео вам, чтобы вы знали, какие пропорции. Сюда я уже добавил муку и крахмал. Сюда же я высыпаю сахар и щепотку соли. Также теперь туда мы добавим масло. Масло должно быть комнатной температуры. И я сейчас буду нарезать кусочками и туда добавлять кусочками. Так. Все кубиками добавлять, нам будет намного легче все смешиваться. Это печенье здесь в Англии очень популярно. Когда вы едете в Шотландии, там они даже это печенье шотландское делают, продают в металлических коробках, как сувенирное. Составляющих печенья может быть разная. Можно делать с миндальным ореховым эссенцией, как я сегодня делаю, а можно без этого делать. Так что я сегодня добавляю миндальную эссенцию тоже туда. Можно и без этого делать. Я на глаз добавляю. И также я сюда добавлю ванилин. Можно делать и без ванилина. Так. Так. И теперь мы начнем руками месить. Сейчас я встану и начну месить руками. Итак, все составляющие у нас здесь, в миске. И теперь мы будем перемешивать рукою вот таким образом. Двумя руками, чтобы у нас как крошка получится. Она займет где-то около 5 минут все это перемешиваться. Как вы это все вымесите, получится такая однородная масса. Тогда вы можете сделать как колбаску и поставить в холодильник, потом нарезать. Или сюда же на противень выкатывать и потом нарезать. Вот, смотрите, уже крошка получается. Мы сейчас еще будем так перемешивать. И когда вы уже видите, что уже крошка уже как следует образовалась, тогда будем формировать клубок теста. Так. Как вы видите, уже у меня клубочек получается. Так. И в то же время я сейчас включу свою плитку, духовку на 160 градусов. Итак, тесто у нас немножко постояло. Теперь я возьму противень и на противень я ставлю бумагу.
Бумагу я беру, чтобы легче было доставать, потому что я сейчас все это положу все на противень и разрежу все порционно на противне. Так что сейчас я еще раз немножко помну тесто. Так. Очень хорошо. Посмотри, какое тесто получилось. Такое эластичное, приятно даже работать с ним. Так. И теперь я беру сюда и расправлю это тесто на противне. У меня здесь маленькая скалочка такая есть. Вот таким образом. Теперь я возьму такую шпажку и пройду такие. И теперь я пройду вот такими маленькими печенюшками, ну, примерно 1 сантиметр. Вот так. И теперь я возьму маленькую вилочку, и вилочкой мы еще сделаем, пройдемся вот таким образом. Два. Раз, два, два. Как вы видите, делается очень-очень легко. А самое главное, если вы хотите это сделать к праздникам, то, что можно подать к чаю, как печенье, то можете это сделать за неделю до праздников, и она будет хорошо храниться, как свежая. Потому что я знаю, что праздничные дни иногда столько работы с готовкой, и тогда просто иногда ты не успеваешь. А это можно сделать перед праздниками. И когда уже надо уже подать на праздничный стол. Вот так я сделал. И теперь я возьму опять сахар. И немножко с сахаром посыплю сверху. Вот и все. Вы готовы к выпечке. Сейчас у меня духовка... у меня духовка загрелась. Так что мы будем выпекать при 160 градусов примерно полчаса. Смотрите по своей духовке. Так, с Богом. Итак, наше печенье испеклось, подрумянилось. Я быстренько еще с пашкой прошел, чтобы линии были у нас, а то у нас немножко, потому что масло немножко разошлось. Так, теперь мы все переложим таким образом. Так. И оставляем, пускай остывает. Как остынет, там мы переложим красиво формочку на тарелочку или как салатницу, чтобы красиво было. Вот такое у меня получилось художество. Конечно, линии мне пришлось еще раз пройти, потому что масло, оно немножко расплылось у меня там. Ну, самое главное, что-то у меня получилось. И так что встретимся через полчасика, когда все это остынет. Вот такие печенья у нас не получились. Это называется шотландские печенье с песочного теста или Scottish shortbread. Посмотрите, какие прелесть. Это хорошая идея к праздникам. Их можно выпечь за неделю перед праздниками, и они не потеряют свою свежесть. Итак, такие прекрасные печенья я сегодня испек. Это Scottish shortbread или шотландские печенья на песочном тесте. Они очень вкусные и очень сладкие. И самое главное, это очень прекрасная идея выпечь перед праздниками, подать на Рождество, на Новый год. Я знаю, что во время праздников все
времени нету с выпечкой, потому что все что-то делают. А эти печенья, чем хороши, их можно испечь за неделю до праздников, и они все равно не потеряют свою свежесть. Я надеюсь, что это видео вам даст сегодня какую-то идею. А на этой ноте хотел бы с вами попрощаться, пожелать вам самого-самого наилучшего, крепкого всем здоровья, берегите себя, своих близких. И всем-всем мирного неба. Пока-пока. Thank you.